компания не только из Узбекистана, а из Средней Азии впервые участвует. Такие мировые звезды, как Visa, MasterCard, Nvidia. То есть мы сейчас с вами как будто в будущем находимся. Нашим клиентам было удобно оплачивать картами Узкард в других географических локациях. Я сегодня приехал в Амстердам. Здесь проходит самая крупнейшая выставка-конференция по финтеку. Она называется Money 2020. Это то место, где решается на самом деле будущее всего финтека. Все, что мы будем с вами чувствовать через 5-10 лет в плане платежных технологий, крипты, искусственного интеллекта и так далее, сегодня решается в этом павильоне. Вот он. Здесь очень много крупных компаний. Такие мировые звезды, как Visa, MasterCard, Nvidia, Swift, ну и многие-многие. А также моя личная гордость. Здесь есть компания из Узбекистана. Нахожусь непосредственно в павильоне Money 2020. Здесь безумно огромное количество сосредоточено лучших умов в сфере финтека. По статистике, которая есть на сайте, 8000 человек. Все они не просто люди, а это те, кто как-то связан с финтеком. Особая гордость и особое, не знаю, чувство чего-то своего. Это единственная компания из Узбекистана, которая тоже принимает участие. UCMG Group, куда входит Узкард, Otto. Авид, наконец-таки я вас нашел на этой выставке. Один из самых главных героев. Как ощущения? Ну, очень такое прекрасно. Ага. Много интересных контактов, много интересных, как можно сказать, технологий, которые вот они уже разработали. Оно существует, надо просто узнать, партнерить, и вот такие ощущения. Правда ли то, что сегодня, то, что здесь происходит, именно на этой выставке, оно как раз приходит через 5-10 лет? То есть мы сейчас с вами как будто в будущем находимся? Я не думаю, что 5 лет, но я думаю, что где-то 2-3 года они впереди. Да, здесь можно увидеть все новые, как можно сказать, продукты по пейментам, все новые технологии по банковским сферам, цифровым каналам, крипто и так далее. AI я еще видел очень много. Но в основном Money 2020 это оплаты, payments. Какие ожидания были от выставки? Вот вы сюда когда ехали, что именно ждали, что хотели, какая цель была? Ну, посмотри, у нас основной цель, основной, это первое, что сделать Узкард международным, что Узкард принимался в международном глобале, давай сказать, так скажем, что я как клиент Узкарда смог оплатить в Европе, в Азии, в Америке, имея Узкард самой, не поменяя карту на визу, да? Это первый, это называется Global Acceptance Узкарда. Второе, что мы говорим здесь, что здесь новые финтехов, новые идеи, новые компании. Мы им говорим, что мы в Центральной Азии, конкретно в Узбекистане, самый большой игрок, типа Open Banking инфраструктура, и ребята, вы как финтех продукты, зайдите в Узбекистан. Узбекистан такой самый attractive рынок, да, сейчас
динамично развивается, population 36 миллионов, рынок такой emerging. И вот для них очень интересно, просто у них нет стратегического партнера на рынке. Мы говорим, что мы будем вашим стратегическим партнером, не только партнером, который будет вам помогать вот просто контакт наладить, и еще давать payment инфраструктуру, open banking инфраструктуру и так далее. Так что это очень хороший фит получился. И интерес очень большой. Интерес очень большой. Кстати, хочу обратить внимание, мы проходим как раз-таки мимо самой, мне кажется, большой такой вот зоны. Это MasterCard. MasterCard здесь прям вообще развернулся. И как видите, вот дальше, вот вы сейчас поучаствовали, да, к примеру. Какая стратегия выхода дальше, вот Узбекистана, как мы дальше будем продавать, например, там, наши технологии, наш рынок, как вот видите? Это же первый шажочек, получается? Да, это первый шаг и immediate, вот на краткосрочном перспективе, основной, как я сказал, основной, что Ускард принимался в глобал, что в любом месте там клиент смог оплачивать, имея Ускард. И деньги вытаскивать с банкомата, в интернете оплачивать. У нас было очень интересно встреча со Stripe, чтобы подключить Ускард, Acquirers, и ты сможешь вот все мерчанты, которые сейчас Stripe обслуживают, чтобы они, наши клиенты смогли вот там оплатить, да, через e-com. Так что вот это есть первый шаг, сделать Ускард глобальным картом. Здесь не только гиганты, здесь сосредоточены на самом деле очень много компаний, которые сейчас занимаются искусственным интеллектом, AI, и скрипты, и они все рассказывают здесь про свои продукты, и рассказывают про... Кстати, Stripe есть даже. Прикольно. Каждая компания пытается вовлечь посетителя, придумывают разные игры. Сейчас покажу, как я выигрывал вот эту чашку. Теперь у меня есть чашка. Сейчас будем выигрывать призы. Небольшое интервью от члена наблюдательного совета Ускард. Азиз Юсупов, рад вас здесь видеть. Спасибо, Дмитрий, взаимно. Какие вообще ожидания были от выставки? Ну, в первую очередь, наверное, ожидания все оправдались, нужно сказать. Давайте начнем вообще, какие у нас были цели, да? До того, как обсуждать наши ожидания. Ну, основная цель, конечно, наша была это, во-первых, представить Ускард и группу компаний Ускард также, да, от АТО, Плам и так далее, уже на более таком международном уровне, на международной арене, показать, кто мы, какие у нас есть сервисы, что мы можем дать клиентам. Ну и, естественно, второй очень важный момент – это как Ускард может расширить географию своего присутствия так, чтобы нашим клиентам, нашим людям, нашим согражданам было удобно оплачивать картами Ускард в сети других банков, в других географических локациях. Да? И в этой связи была очень хорошая работа проделана. Мы познакомились со многими ключевыми игроками в этом направлении, нашли общие точки соприкосновения. И вот отсюда уже будем сейчас масштабировать наш бизнес, масштабировать наши услуги для наших граждан уже на территории других стран. Это, наверное, была основная цель. В том числе также, конечно же, мы познакомились здесь с очень многими стартапами, с очень многими сервис-провайдерами, которые могут очень хорошо помочь Ускарду внедрить новые какие-то технологии, новые ноу-хау именно на нашем рынке, именно в финтех-рынке Узбекистана. То есть уже ряд встреч был проведен, и договорились, что они приедут, посмотрят. Ну и, соответственно, мы будем уже тоже смотреть, как мы можем уже новые какие-то инновационные методы для оплаты, для разных других направлений внутри нашего холдинга смотреть. Как-то вот так.
Здесь очень много больших, крупных компаний, много разных стартапов, и они в основном все крутятся как бы в своем болоте, в своем соку варятся. Как они реагируют на компанию из Узбекистана, которая приехала здесь себя показать? Ну, давайте начнем с того, что, во-первых, это Money 2020 Европа, да, это одно из, если не Крупнейшее. самое большое, да, крупнейшее финтех-событие в мире. Мы за эти 2-3 дня увидели всех, да. Но компания не только из Узбекистана, а из Средней Азии впервые участвует здесь именно как спонсор со своим стендом, своим большим как бы, присутствием здесь. И мы заметили большой интерес от мировых игроков, да, и люди были немного удивлены, но в то же время оценили работу, которую проделывает Ускарт. Ну и были рады видеть нас, я думаю. И много было контактов, много интереса, много подходили к нам, интересовались, что мы именно делаем, предлагали свои услуги, обсуждали также услуги, которые мы можем предоставить в других странах, может быть, как я уже сказал. Поэтому я считаю, что это участие даст новый импульс развитию Ускарда уже не только как национальной платежной системе, но и национальной платежной системе, которая будет работать за рубежом тоже. Насколько они вообще знакомы с нашим рынком и заинтересованы в нем? Да, хороший вопрос, не особо знакомый, но именно вот благодаря вот таким мероприятиям, благодаря нашему участию мы должны как бы популяризировать Узбекистан, популяризировать наш сервис, потому что, это не секрет, что для Узбекистана Ускарт это, огромный как бы, инструмент, поддерживающий там финансово-экономическую стабильность страны, развитие ее, да, и социальное развитие тоже. Поэтому я считаю, это все очень удачно прошло. I got a fever, burning up. You feel the heat burning up. I got a fever, burning up. Feel alone, so don't pretend that you're not. У нас небольшое интервью с Дамиром. Дамир Шехирханов, CTO Ускарт. Да? Все верно. Что презентуете здесь? Мы презентуем группу компаний. В первую очередь, это Ускарт, платежная система, сердце Узбекистана, которая обеспечивает платежи для населения, для банков, для наших партнеров, платежных организаций. АТО компания, которая обеспечивает платежи в транспорте, Playmobile, Plamtech, Arca и остальные компании, которые создают экосистему финансового сектора нашей страны. Say hello to Uzbekistan, please. Тимур, здравствуйте. Рад вас видеть на этой выставке. Тимур тот человек, который автоматизировал, оцифровал все оплаты с помощью компании АТТО, сооснователь компании АТТО. Рад вас здесь видеть. Как вообще ощущения от выставки Money 2020? Ощущения такие очень классные, потому что на самом деле огромный масштаб, и это, наверное, лучшая возможность расширить горизонты как и нашей компании, так и всего холдинга в целом. Ну и в нашей основной целью мировой экспансии на ближайшие 2 года, это те планы, которые мы для себя поставили, Go Global, наша стратегия называется, я думаю, это очень существенный шаг в сторону реализации этих амбициозных планов. А вот как вам смотреться и вообще находиться рядом вот с такими гигантами, как там Visa, MasterCard, JP Morgan, Stripe и так далее? Как ощущения? Я думаю, это как бы стандарт, на что нам надо равняться. В любом случае, это компании, которые годами формировали свой авторитет, занимали свои ниши на рынке, и это для нас такой некий таргет, куда надо стремиться и на кого равняться. Насколько вообще вот компания АТТО со своей технологией, она мы сейчас, наверное, посмотрели, пообщались, она конкурентоспособна вообще в глобальном рынке? Однозначно хочу сказать, что мы используем, как я уже ранее говорил, самую передовую технологию автоматизации платежей в общественном транспорте. И если сравнивать с европейским рынком, Старый Свет, он довольно-таки консервативен. И я думаю, это будет не излишне, конечно, хвастовством, но Старый Свет может как бы взять в пример Узбекистана
Узбекистан и систему автоматизации как эталон, потому что на текущий момент очень мало стран во всем мире могут похвастаться тем, что они могут принимать к оплате во всем транспорте, как и транспортные, так и банковские карты. Я вот расскажу, что это вот для небольшой гордости нашей. Я был в Париже и не смог оплатить картой за проезд. Мне пришлось скачивать приложение отдельное, покупать карточку или просили физическую карточку. И до сих пор здесь, даже в Европе, невозможно оплатить чисто картой. Поэтому я думаю, что вы точно одни из передовых. Такие мероприятия, они, во-первых, не дешевые. И очень много сил, ресурсов в том числе. А почему важно Узбекистану участвовать в таких выставках? Потому что это очень много ресурсов и много денег, и много разных сил. Ну, конечно, если не участвовать, то как мы увидим, что происходит в мире? Как мы узнаем, какие тенденции, какие ноу-хау в мире, да? Ну и потом, когда просто сидишь и ждешь, яблоко упадет тебе в рот, ну, это так не работает, да? Поэтому, несмотря на дороговизну, ну, это хорошо, что, в принципе, мы тоже нашли много спонсоров, которые помогли нам Ускарду. То есть это для нас было очень cost-efficient, как говорится. И это такой определенный расход, который любая компания должна иметь в своем бюджете. В своем бюджете, чтобы продвигать свои услуги, свои сервисы, а также, главное, произносить что-то извне. Они вообще интересуются вашим продуктом тоже? Да, очень много представителей европейских стран подходили. Всем было очень интересно та модель, которую мы создали, и куда мы двигаемся дальше. Поэтому, я думаю, здесь есть очень большой потенциал, как и для нашей компании в целом. Так, не только этот центральноазиатский регион GCC, а Старый Свет. Это, конечно, будет очень долгий, тяжелый путь, нелегкий точнее, но я думаю, здесь огромный потенциал, потому что рынок автоматизации платежей в общественном транспорте, он в Европе это не паханое поле. Да, согласен. Но, как говорится, стратегия, реализация самое главное, да? Да, совершенно верно. Но для этого у нас есть огромный багаж. Это больше 5 лет опыта, успешного опыта внедрения аналогичных систем в страновом масштабе. И Узбекистан, как я говорю, отличный такой вот явный пример того, что это работает и работает хорошо. Но я хочу вам, наверное, от лица всех жителей Узбекистана сказать спасибо, Давид, потому что это реально большой шаг. Потому что я когда увидел здесь на выставке ваш стенд, и вообще в целом, что команда из Узбекистана участвует, это такая, знаете, гордость, да, за страну, поэтому спасибо вам за это, спасибо всей команде Ускарт, и я думаю, что у вас получится то, что хотели. Спасибо. Ребята, вот смотрите, молодые ребята из Узбекистана организовывают здесь. Тимур, сложно было организовать на выставке вообще? Если честно, чуть-чуть да, потому что именно подготовка, процесс согласования именно нашего стенда, договора с европейцами, это время занимает. Тут же главные организаторы это вообще лондонские ребята. Вот с ними было очень интересно вообще в целом работать, но сложновато. Но интересно, хороший опыт. Гордишься тем, что сделал? Конечно, посмотрите, ну это все, вы чё? Мы тут показываем. Покажу вам вот стенд какой красивый. Надо отметить то, что рядом, прям рядом, это VIP лонж. Да. Вот. Мы же VIP-узбеки всегда, поэтому. Конечно, Да. именно. Сабин, что скажете, пару слов? Это был настоящий экспириенс. На самом деле круто. Ускарт Management Group представляю сегодня целую группу компаний. Вот, Ускарт, АТТО. И я надеюсь, что это только пойдет во благо и в плюс.